for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. На самом деле ОГС — это молодежное правозащитное движение. Это молодежная правозащитная организация, которая занимается обучением молодежи, которая занимается защитой прав молодежи, которая создает такое пространство, где молодежь могут развиваться и находить себя в жизни. И изучив опыт многих организаций, многих в том числе правозащитных организаций, мы поняли, что именно такой организации, которая была бы направлена на поддержку инициатив молодежи и привлечение молодежи в правозащитную деятельность, создать такую широкую, неограниченную группу или движение у нас в стране не хватает. Мы провели много опросов среди молодежи, как они бы хотели быть вовлечены в правозащитную деятельность, что они бы хотели заниматься, чем бы они хотели заниматься в рамках правозащитной деятельности. И изучив опыт в стране, нужды молодых людей, идеи, настрой, интерес, мы создали такую организацию. И на самом деле мы работаем уже 10 лет, это не означает, что мы до сих пор 10 лет остаемся на той же точке, с которой начали. Мы постоянно развиваемся, мы меняемся, мы адаптируемся под нужды и реалии нашей страны. И мы всегда придумываем что-то инновационное и интересное. До того, как мы зарегистрировали ОГС, до того, как ОГС начала свою деятельность, я училась в Европе. Я видела, как там живет молодежь, насколько много возможностей и свобод для молодых людей. Я очень хотела быть частью такой жизни, такой свободы, такого прогресса. Но меня не оставляло желание такое, преследовало прям желание, чтобы создать что-то такое у нас в стране. У нас замечательная, прогрессивная молодежь, очень талантливая. И мне было очень жаль, что весь этот прогресс, все эти возможности видят только маленькое количество тех безумчиков, которые уезжают за пределы страны для учебы. И окончив университет, даже не до конца окончив его, я поспешила вернуться в Таджикистан. Я знала, что здесь есть такие же единомышленники, как я, которые тоже хотят заниматься демократией, правами человека, заниматься молодежью. Именно в нашей стране. И мы, объединившись, уже начали свою работу в рамках Офиса гражданских свобод. Тогда в нашей организации, конечно же, не было таких ресурсов, таких возможностей. Столько много талантливых молодых людей не знали о существовании такой группы маленькой. Но на протяжении 10 лет мы намного выросли, мы многое достигли. Мы стали такой большой организацией, платформой, инкубатор, который помогает, поддерживает, сопровождает молодых людей в их идеях. И на нашей базе выросли более 20 различных организаций, НПО, инициативных групп, более 20 видов различных бизнесов в секторе, которые коммерчески работают. И это на самом деле большое достижение ОГС за 10 лет нашей работы. Ну, конечно, не все так легко, не все так замечательно. Не всегда у нас получалось. Были сложности внутренние, были сложности внешние. Каждый из нас сталкивался с какими-то сомнениями.
Вообще в работе правозащитной организации очень много давления на тебя оказывается, в том числе давление со стороны друзей, родственников, которые заботятся о тебе, беспокоясь о твоей работе, о твоем будущем, постоянно напоминают, что нам нужно быть осторожными, нам нужно, может быть, заняться другими делами, что права человека в нашей стране – это опасно. Были случаи, когда мы сами сталкивались с давлением, когда защищали наших клиентов, жертв нарушения. Было много случаев, когда наши клиенты сталкивались с давлением, и нам приходилось защищать их, нам приходилось защищать себя, нам приходилось защищать свою организацию. Но все, кто были в организации, все, кто есть, я уверена, те, кто будут в будущем, они понимали, что права человека – это очень важная, главная ценность. Что нельзя сдаваться, нельзя проходить мимо, когда мы видим, что есть какая-то несправедливость и есть нарушение прав человека. И каждый раз, когда мы становимся свидетелями таких несправедливых случаев и проходим мимо, мы можем считать, что мы кладем монетку в копилку безнаказанности. И эта безнаказанность остается в нашем обществе, эта несправедливость остается в нашем обществе. Поэтому самое сложное, наверное, в организации – не проходить мимо. Наверное, самое тяжелое, когда люди, которые обращаются к нам за помощью, наши клиенты, молодые люди, которых мы обучаем, наши молодые стажеры, юристы, сдаются. Когда они, проходя все эти пути, обучения, знания, все равно считают, что с несправедливостью невозможно бороться, что за свои права нету смысла бороться, что добиться законности и обоснованности в нашей стране нереально. Это, наверное, самое сложное в нашей работе. Несмотря на то, что мы выполняем достаточно серьезную работу, мы очень живой офис. Мы как живой организм. Мы постоянно растем, мы развиваемся, мы меняемся. В этом году, в свои 10 лет, мы, изучив опыт других организаций, других стран, изучив свой опыт, мы снова трансформируемся. Если посмотреть на наш прогресс, мы начинали с маленького офиса. Маленьких офисов в 2 городах. У нас не было достаточно места для волонтеров, техники, пространства, ресурсов. Но мы не останавливались, мы постоянно искали, как бы расширить, как бы создать такое свободное, живое пространство, куда могут приходить люди, заниматься тем, чем им интересно, а не тем, что мы хотим от них получить или мы ожидаем. Мы создавали пространство в Худжанде. Это заняло достаточно много времени. Мы его ремонтировали сами, мы проводили трубы, мы красили, мы очень много сделали своими руками. Благодаря сотрудникам и огромная благодарность отдельно нашим волонтерам. Чуть позже, уже в 2021 году, мы то же самое начали делать в Душанбе. Опять же, благодаря усердию, благодаря доверию, благодаря участию наших волонтеров и сотрудников, мы создали такое же пространство в Душанбе для молодых людей, для молодых активистов, журналистов, правозащитников, которые могут приходить, заниматься своими делами, участвовать на наших мероприятиях, проводить свои мероприятия. Это место, где развиваются различные инициативы о правах человека. Мы также называем свои места территориями свободы. Мы всегда подходим с творчеством к нашей работе. Мы понимаем, что права человека – это каждый наш день. Это не какие-то умные энциклопедические знания для очень умных юристов. Это каждый день для каждого из нас. Например, один из случаев, когда мы проводили опрос волонтеров, и мы спросили, чем вы хотели бы заниматься в нашем офисе, что бы мы могли вместе делать. Нам предложили, чтобы мы открыли курсы гитары, открыли курсы рисования. Мы на самом деле были в ступоре, как можно связать курсы гитары и рисования, например, с правозащитной организацией. Но благо идеям, благо мозговому штурму, благо креативным волонтерам, сотрудникам нашей организации мы создали курс арт-активизма. И этот курс заставил на самом деле даже меня посмотреть на права человека по-другому. Я поняла, что права человека не могут быть только в тексте, не могут быть только в суде. Это везде, это в картинках, это в каких-то инсталляциях, фильмах, это видео, это фотографиях, это просто в каких-то акциях экологических, благотворительных, гитарных вечерах, просмотрах фильмов, книжных клубов,
на самом деле, чем больше молодых людей мы привлекали, мы сами трансформировались. Я сама трансформировалась постоянно, и в том числе наша организация, и весь наш коллектив. Поэтому мы называем себя инкубатором. Люди приходят, люди меняют в лучшую сторону, люди открывают что-то свое, и мы параллельно с ними продолжаем сотрудничество, партнерство. Мы у них набираемся опыта, они у нас набираются опыта. Когда я вижу, как наш молодой волонтер поступает в какой-то зарубежный вуз, когда я вижу, что наши стажеры, волонтеры открывают что-то свое, свой бизнес, свою организацию, какую-то свою инициативу, когда я вижу, что молодой юрист, который не совсем недавно был студентом, становится адвокатом, выигрывает несколько дел подряд, на самом деле я получаю большую мотивацию, видя продукт нашей работы. Видя то, что ситуация не стоит на месте, она меняется, люди ее меняют. И самый главный ресурс, самая главная мотивация, самая главная сила для меня – это люди, которые есть в организации. Это волонтеры, сотрудники, это наши клиенты, которые приходят к нам, потому что они верят в то, что мы верим, и они всегда борются с нами вместе за справедливость. Просто тишмам охи дарома. Қақпа бұрмай тишмам.